Приветствую, бойцы! В прошлом ролике я рассказывал про серию The King of Fighters и обнаружил довольно солидный фидбэк с вашей стороны. А это значит, что я двигаюсь в правильном направлении и настало время продвигать KOF во всей красе. А для этого нужно вернуться в прошлое, ведь вся история началась 30 лет назад, когда только вышла самая первая часть игры. Именно о ней и пойдет речь в этом видео. Приступим. Задолго до выхода KOF компания SNK делала множество других игр, включая файтинги. К ним можно отнести серию Fatal Fury и Art of Fighting. Собственно, эти две игры были главными причинами появления на свет The King of Fighters. Разработчикам хотелось сделать проект, где будут персонажи этих двух игр. Первоначально планировалось, что это будет битэмап, даже была тестовая версия с участием двух персонажей, но в конечном итоге компания сделала выбор в пользу файтинга. По сути, весь первичный KOF — это одна большая игра-кроссовер, куда запихали кучу персонажей из разных игр. Fatal Fury, Art of Fighting, Psycho Soldiers, Ikari Warriors и многое другое. Причем последние две игры — это далеко не файтинги, но об этом как-нибудь в другой раз. Итого 24 бойца, разделенных на 3 команды. О да, главным отличием и новшеством The King of Fighters, в отличие от других файтингов того времени, были бои 3 на 3. Вы можете выбрать одну из 8 команд, в каждой из которых у вас будет по 3 бойца, а также порядок их выхода. Если во время поединка один из бойцов проигрывает, то его заменяет другой член команды, и так до тех пор, пока у одной из команд не останется бойцов вообще. Иными словами, вам нужно победить сразу 3 соперников, и на это у вас есть свои 3 героя в распоряжении. Собственно, это главное правило и фишка игры. Механика в игре была следующей: 4 кнопки для атаки AC, сильный и слабый удар рукой, и сильный и слабый удар ногой B и D. При нажатии нескольких кнопок одновременно можно было использовать особые техники игры, такие как уворот и сбивающий удар. Уворот можно было выполнить, нажать вместе на A и B. Одна из самых полезных функций, которая помогает миновать атаку противника и перехватить инициативу. Сбивающий удар можно выполнить, нажав одновременно на C и D. Это просто мощный удар, который сбивает противника с ног и отбрасывает его в сторону. Его можно использовать сразу после уворота, например, или когда вам нужно отдалить соперника от себя. Как только вы войдете в бой, у вас будет 2 шкалы — это здоровье и сила. Если со здоровьем все понятно, то что насчет силы? Это шкала, которая пополняется во время того, как вы отхватываете люлей от противника. Когда она достигнет максимума, то вы сможете использовать спешл, который в игре называется Desperation Move, или отчаянный прием. Его можно выполнить 2 способами. Первый — это заполнить метр силы. Для этого совершенно не обязательно ловить кулаки печенью в надежде, что вам повезет накопить на ульту. Для этого достаточно зажать вместе кнопки ABC, и ваш боец начнет накапливать энергию для шкалы, пока не достигнет максимума. Состояние максимума длится несколько секунд, и во время него у вас будет увеличенный урон, а также вы можете использовать заветную ульту. Второй способ использовать отчаянный прием — это ожидать, пока ваша полоса здоровья не достигнет определенного предела и не начнет мигать красным. В это время вы можете использовать ульту, причем неограниченное количество раз, вне зависимости от шкалы энергии. А если каким-то чудом у вас будет и красная полоса здоровья, и заполненная шкала, можете рассчитывать на очень высокий урон. Кстати, о нем. Игра скейлит урон ваш в зависимости от того, насколько низкое здоровье у противника. Проще говоря, чем меньше у противника остается хп, тем меньше будет ваш урон. Вот так устроена боевая система первого KOF. Теперь давайте взглянем на команды и персонажей. Команда Fatal Fury, пришедшая из одноименной игры. В нее входят Терри, его брат Энди, а также их общий друг Джо. Команда Art of Fighting, состоящая из Рё, его отца Такумы и друга Роберта. Они пришли на турнир, чтобы пропиарить свою дадзё. Команда Икари. Ее возглавляет одноглазый мужчина Хейден, у которого в подчинении полковники Ральф и Кларк. Их цель — выяснить личность организатора турнира. Команда Психосолдат. Состоит она из Афины и Кенсу, которые прекрасно совмещают боевые искусства и магию, а тренирует их пожилой мастер кемпо Чинген Цай. Американская спортивная команда. Как нетрудно догадаться, состоит она из спортсменов США, а именно кикбоксера Хэви Ди, баскетболиста Лаки Глобера и куда уж без игрока в регби Райана Батлера. Команда Кореи. Ее лидер мастер тэквондо по имени Ким, а его подопечные — это преступники Чой и Ченг.
Ким верит, что регулярные тренировки помогут им исправиться и сделать из них порядочных людей. Женская команда. В нее вошли девушки из игр Fatal Fury и Art of Fighting, а именно Май Ширануи, Кинг и Юрий Саказаки. Ну и, наконец, команда Японии, она же команда главных героев. Состоит она из дзюдоиста-переростка Гора Даймона, смазливого Бенимару Никайда, который использует в бою электричество, и возглавляет этот отряд Кёку Санаги, школьник, владеющий боевыми искусствами и стилем огня. Каждая команда встречает вас в определенной стране. Например, команда Японии встретит вас, как ни странно, в Японии, а бой с американской командой будет проходить в США. Но это больше исключение, чем правило, потому что большинство персонажей не имеют привязки к какой-то стране. То есть персонаж, который выступает на этапе определенной страны, не обязательно является представителем ее национальности. Например, команда Art of Fighting выступает на этапе Мексика, но Рёй Такума японцы, а Роберт так и вообще итальянец. Так что страны — это просто локации и не более. Тут скорее роль играют лорные детали игр, из которых взяты персонажи. Не забывайте, что KOF — это первоначальная игра-кроссовер, потому тут есть множество отсылок и секретов. Уже достаточно того факта, что практически каждая арена усеяна персонажами из других игр, часть из которых появится в будущих частях King of Fighters. А турнир назывался The King of Fighters, сокращенно KOF, KOF или же переводя на русский Король бойцов. А учитывая название этой игры, дело происходило в 1994 году, собственно, в год выпуска самого файтинга. Как я уже говорил в прошлом ролике, разработчики будут называть каждую последующую часть в честь года выхода, до какого-то момента. А потом года так и тем более не будут иметь роли в сюжете, ибо персонажи в определенный момент просто перестанут стареть. Стоит отметить, что, как и в любом файтинге, единого сюжета тут нет. Во время прохождения вы никогда не узнаете, кто с кем действительно столкнулся и к чему это привело. О реальных событиях можно узнать из различных источников, вроде манги и официальных путеводителей, и то не везде. К тому же часто бывало такое, что кто-нибудь из команды SNK обращался к какому-нибудь художнику нарисовать мангу по их игре, обрисовав в целом общую картину сценария, которую и так можно было увидеть, поиграв какое-то время. Поэтому пока сильно заострять внимание я на этом не буду. Хватит и того, что за любую команду вы получите уникальные цитаты персонажей, взаимодействия и концовки. Но если же речь идет о каноне, то тут стоит играть за команду Японии, которая также имеет второе название Hero Team, команда героев, которая будет использоваться для каждой команды главных героев, которые периодически будут смещаться. Но об этом вы узнаете немного позже. Что же до сюжета игры? Некто решил организовать турнир и разослал бойцам по всему миру приглашения, подписанные буквой R. Правила простые: объединиться в команды по 3 человека и одолеть всех претендентов. Иными словами, нужно победить аж целых 7 команд. По канону главные герои — это команды Японии, поэтому буду вести повествование про них. Пройдя половину турнира, появится небольшая кат-сцена. Все это время некто наблюдал за нашими героями со стороны и анализировал их техники. Он приходит к выводу, что они довольно сильные бойцы, и если они доберутся до финала, то это будет замечательно. И в конечном итоге японская команда одерживает победу на турнире. Организатор не явился поздравить победителей лично, но отправил секретаря, которая успешно доставила команду на борт корабля, где Кё обнаруживает раненого человека. И это был его отец, давно пропавший без вести. Он просит у сына, чтобы тот одолел организатора и отомстил. И в этот же момент нежданно-негаданно появляется главный босс — Ругал Бернштейн. И наконец-то до героев начинает доходить, что их окружают темные фигуры. Бойцы, которых победил Ругал и заключил в жидкий металл, превратив их в ужасные статуи. Именно ради этого он и организовал турнир KOF, чтобы пополнить свою жуткую коллекцию. А так как именно наши главные герои стали победителями, то по совместительству они же следующие кандидаты на превращение в статуи. Оказывается, отец Кё прознал об этом и решил самолично устранить угрозу, но так уж вышло, что Ругал оказался намного сильнее и опаснее, чем ожидалось. Именно с ним вам и предстоит столкнуться в финале. Он обладает повышенным уроном и будет атаковать вас только нормалами. Кажется, будто бы это несложно, но он просто заколебет вас своими тычками и прыжками, что заставит вас сгореть. К тому же некоторые его обычные удары могут служить в качестве противовоздушной атаки. Потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к его поведению, и спустя где-то 8 попыток, а может быть и меньше, вы сможете одержать победу. Вы думали, это все? Как бы не так. Это был лишь первый раунд, первая фаза, самое интересное еще впереди.
Ругао видит, что команда Японии оказалась достойным противником и больше не собирается сдерживаться. Он снимает с себя пиджак и начинается вторая фаза босса. У Ругао появляются спешлы, а сам он становится еще более агрессивным. Особенно вышел несбалансированным его коронный прием Genocide Cutter, или же по-русски геноцидный резак. Дело в том, что Ругао может разгромить вас всего за 3 таких удара, а при критическом уроне вообще за 2. И при любом удобном случае он будет пользоваться этим приемом, поверьте. Помимо Ругао вас может атаковать его пантера, если вы оглушите его. От снарядов и резака лучше защищаться уворотами, правда не советую стоять вплотную к боссу, ведь уворот не спасет вас от захвата. И тем не менее Ругао не так уж непобедим, как можно было бы подумать. Уклоняйтесь от каждого проджектайла, не прыгайте на него, и если он не заряжает силу разве что, и соответственно не позволяйте ему достичь максимума. Если он начнет заряжать силу, бейте его быстро, или еще что лучше, выполните комбо. Дело в том, что он не прекратит заряжать, пока не достигнет максимума, что делает его уязвимым. Если он попытается нанести удар в прыжке, скорее всего применит резак, который на секунду оставит его открытым и может привести к быстрому удару. Если он приближается к вам с помощью рывка, быстро нажмите вперед или назад, а также C или D, чтобы выиграть захват, или выполните апперкот или любой другой восходящий удар. Конечно же, если у вашего персонажа он есть. После того, как вы одолеете Ругао, он откажется признавать свое поражение и вместо этого попытается похоронить команду героев под водой, активировав систему самоуничтожения корабля. Но по законам жанра команда выбирается целой и невредимой. В зависимости от команды, которую вы выберете, будет и разная концовка. Все они имеют каноничные элементы, как, например, комментарии и взаимодействие персонажей, но истинной считается концовка команды героев, то есть по канону победила именно японская команда, а все остальные концовки — это лишь события команд после окончания турнира. Что же до наших героев, то они просто разошлись по домам, пообещав друг другу, что будут тренироваться, чтобы стать сильнее и обязательно встретиться в следующий раз. Таков конец The King of Fighters 94. Игру хорошо приняли большинство критиков. Особое внимание было уделено боевой системе и возможность поиграть за персонажей от разных игр компании SNK. К тому же приятно удивляла возможность играть не за одного бойца, а сразу за команду из 3. Да и ростер для 90-х годов был довольно огромный, ведь это сразу 8 команд, 24 персонажа и плюс босс, за которого, разумеется, можно было поиграть в 2 вариациях при помощи читов. Высокую популярность заработала Май Ширануй, которую признали одним из самых горячих персонажей из файтингов. И это неудивительно, ведь даже ее дизайнер признал, что во время своих движений Май едва ли не выпрыгивает из своего костюма. В качестве недостатков все критики единогласно назвали невозможность составить свою команду персонажей. В игре также были и небольшие секреты. Например, если во время оглушения или захвата зажать ABC, то ваш тиммейт может сбить противника, не дав ему провести атаку. Персонажи Fatal Fury могут передвигаться по арене, при этом находясь в приседе, а у девушек, пришедших из Art of Fighting, рвется одежда, если добить их любым специальным приемом или ультой. Большое внимание получил главный босс игры, став представителем синдрома босса для KOF. Для тех, кто не в курсе, поясню. Есть неофициальный фанатский термин, именуемый SNK Boss Syndrome. Так фанаты называют боссов из файтингов от компании SNK с печально известной высокой сложностью. Хотя технически самым первым представителем синдрома босса принято считать Гиса Ховарда из Fatal Fury, Ругао связан с этим термином более тесно. Во многом благодаря фирменному приему Genocide Cutter, который не только может снести 75% здоровья игрока, но и имеет абсолютный приоритет. Буквально ни один другой прием не способен его превзойти, даже ульты здесь бесполезны. К тому же его искусственный интеллект считывает все вводимые данные, он почти всегда будет контратаковать вас этим приемом. И не стоит забывать, что это далеко не единственный спешл в его списке приемов. А потому, из-за своей подавляющей силы, игроки часто называют его одним из самых сложных боссов во франшизе. И это неудивительно, ведь Ругао задумывался как самый сильный и злой персонаж-босс из когда-либо существовавших. Один из разработчиков утверждает, что стиль боя Ругао был создан именно таким образом, чтобы подчеркнуть его силу, как первого персонажа-босса серии. KOF 94 оказался знаковой игрой как для SNK, так и для мира файтинга в целом. Поэтому спустя 10 лет компания сделала ребут для этой игры на PS2. Он назывался The King of Fighters 94 Reboot. Графику изменили в лучшую сторону, добавив высококачественные 2D спрайты персонажей и эффектов. Все арены теперь в 3D, тут еще и возможность редактировать команду есть. А еще играть не только за босса, но и за отца Кё. Его, кстати, зовут Сайсю Кусанаги.
А еще Ругау дали ульту, правда на самом деле это его обычный спешл из оригинальной части, просто немного переделанный. Игра была выпущена в 2004 году, в честь 10-й годовщины серии. Большая часть механики и основной сюжет такие же, как и в оригинале. Был добавлен счетчик комбо, показывающий, сколько ударов вы нанесли в связке. Помимо этого можно было открывать всякие плюшки в галерее и уникальные ролики, рассказывающие историю и сюжет ков. В общем, очень много интересного. Итак, подводя итоги, The King of Fighters 94 это не просто игра, это настоящая веха в истории файтингов. Выйдя на арену в 1994 году, она не только представила уникальный формат командных боев, но и собрала под одной крышей самых известных персонажей SNK, что позволило создать невероятно увлекательный и разнообразный игровой процесс. Эта игра стала основой для целой франшизы, которая продолжает развиваться и по сей день, вдохновляя разработчиков и игроков по всему миру. Влияние KOF ощущается и в современных файтингах. Многие элементы, такие как командные сражения, комбо-системы и проработанные персонажи, стали стандартом жанра. Таким образом, The King of Fighters 94 не только оставила свой след в сердцах фанатов, но и задала тон для будущих игр, формируя облик файтингов на многие годы вперед. Если вы еще не знакомы с этой классикой, настоятельно рекомендую попробовать. Возможно, вы откроете для себя не только игру, но и целую эпоху в мире видеоигр. А на этом все, бойцы. С вами был Витц. Всем красивых комбо и безупречных побед. До скорого.